Чего только люди не хранят под крышей дома своего. Живя в сельской местности, чердак бывает особенно полезен. Так вот, например, сегодня мы с мамой решили поднять туда лишние банки от маринадов. А так как я собираюсь создать музей, то я решил заодно покопаться в пыли и паутине. А вдруг найдутся какие-нибудь подходящие вещи, которые смогут стать экспонатами? Ведь то, что один человек считает хламом, для другого может показаться настоящим сокровищем. Я надеюсь, что в старинной хате сохранились какие-нибудь старые вещи. Именно их я и ищу. Фотоувеличитель. Еще раньше, когда мы занимались же. Тут пластинки еще лежат, переложенные, Да. чтобы не пропали. Да. Это еще из Киргизии, смотри, вокруг света. Полочка, которую я когда-то делал из дерева. С крючочками. резьбой. А что в этой тумбочке? Ну-ка посмотрим. Самовар. Дед еще дарил. Да, тебе Он маленькому. прям весь в сборе. О, это же противогаз. А это что? Не знаю. О, пыльная, все. Запылилась, красота. Смотри-ка. Старинная еще вспышка. Вот На фотоаппарат фотоаппарат. Наверное, с аккумулятором, этот. типа. Наверно, оно теперь Вот так вот ценность клац. имеет. Счеты. Это надо взять. Что еще тут? Зачем? О, молоток. Давай. Тоже он, по-моему, кованый. Да ты чё? Да, это даже старинный молоток. Ух ты, это же целый клад. А вот и это. Два колосника. Смотри, А это задвижка. задвижка. Может, от старой печки? Конечно. От той. Мы когда вот разобрали печку, видно, сюда все и подняли. 20 лет назад, наверное. Грабли. Фу, я уже в паутине. А это что за бетончик? Во, Что там? известь, наверное. Известь? Раньше, наверное, молоко в таких Ну носили. Я уже собрался уходить и нашел еще вот здесь вот один клад. Две тяпки. Там тоже. Это нам. Музей. Коса. И серп. Тут ручка, правда, вот уже такая старая. Уже дерево такое сгнившее. Вот, но если ручку переделать, будет замечательный еще серп. Я вон еще серп нашел. Да? Ой, это Да. бабушкин серп. Потрясающе, среди моих находок оказались не просто старинные вещи, а часть местной истории. Ах да, не удивляйтесь, что у меня длинные волосы, так как это видео я снимал еще в начале весны. Вот мы спустились с потолка, с горища, да? Да. Вот такие счеты. Пила двуручная. Ну, тут один зуб отломан. Задвижка для печки. Грабли. Коса. Вот это вот хороший экспонат. Молоток. Серп. Хороший тазик. О, Да, пылюка. Его начистить, будет блестеть, как медный таз. Что там у тебя? у меня бетончик. с Бетончик звездкой. со звездкой. Так, это тут проигрыватель у нас. Вот его можно даже, думаю, будет наладить. Для музея он, может, и не пойдет, а вот для нас послушать вот эти пластинки из детства. Очень хороший чугунок, такой подкопченый прям, самый раз. Вот это вот, наверное, плуг от плуга. Интересно, их много было или он один? Вот. Может быть, это ядро какое-то от оружия, от Да ты пушки? чё? Ключ? Ну, ключ вообще такой. М. Я таких и не видел. Это кованый тоже видно. Зубило. Это от клещей. Наверное, подковы там делали, коней подковывали. Вот эти вот клещи, я думаю, использовались. И вот это кованый сковородник. И вот гора вот таких пластинок. Мелодия. Они будут играть или нет уже? Ну, я не знаю. Какую память несут в себе старые вещи? Мы, современная молодежь, привыкли жить настоящим. Не раздумывая, выбрасываем старые вещи. Очень жаль. Ведь многие из них несут в себе целую историю. Никак нельзя забывать о тех, благодаря кому мы сейчас живем.
Конечно, в сердце память живет намного дольше, чем в вещах. Но как порой приятно трогать предметы старины, ощущать их величие и знать, что когда-то наши прабабушки и прадедушки пользовались ими в быту. К сожалению, до нас пока еще не дошла одна важная мысль. Даже в современных, вполне комфортабельных городских жилищах стоит хранить вещественную память о наших папах, мамах, дедушках, бабушках и более далеких предках. О тех людях, которые сберегли нам тоненькую свечку жизни.